Привет, привет, привет! У нас сегодня тема об отношениях с мамой и женским родом. Ну, те, кто знает меня или был хотя бы на там двух-трех моих каких-то проектах или хотя бы на одном, вы знаете, как много места в нашей жизни занимает мама. Занимала, занимает и будет занимать. И оценить эту тактику, это влияние мамы на нашу жизнь невозможно. То есть то, что мы с вами осознаем о ее влиянии на нашу жизнь, это капля и океан. Потому что когда я буду говорить о том, что мама это весь материальный мир, мы это будем воспринимать как метафору. Но это нет, это не метафора. Просто позвольте себе этот процесс осознавания, что там за 7 печатями происходил процесс зачатия. И он происходил в теле вашей мамы. И там взорвалась сверхновая. И там произошел этот взрыв, и начала зарождаться Вселенная. И все, что материальная Вселенная, как свой опыт имеет в своем анамнезе, все это вы прожили за 12 часов, пока происходило ваше зачатие. И те, кто только что зашел, сразу ставьте лайки. И я буду продолжать рассказывать. Итак, 12 часов мы с вами прожили весь вселенский опыт. Вот все, что, все знания, всю мудрость, весь опыт расширения Вселенной, который получила когда-то наша Вселенная, мы это с вами вобрали. И потом начался процесс формирования материи. И вот все, что современные ученые знают о том, как вначале были простейшие, потом они стали более сложными, потом появились какие-то первые бактерии, потом инфузории туфельки, потом там через миллионы лет появились рептилии, потом появились млекопитающие, потом из этого появился человек. Вот весь этот невероятный процесс эволюции, материальной эволюции мы проживаем с вами. Вы помните, как изображается или как выглядит вначале гомозигота, потом как выглядит зародыш, плод, он такой крошечный, такой червячок с хвостиком, потом он похож на рыбку, потом на лягушку, потом он похож на ящерицу, потом там через несколько месяцев он похож на звереныша, на обезьянку, и потом он становится похож на человека. Мы это все прожили с вами в теле нашей мамы. Она дала нам опыт проживания всей Вселенной. И когда мы хотели кушать, она кормила нас. Когда мы хотели покоя, она давала нам покой. Когда нам было скучно, она нас веселила и радовала. Она выполняла все наши просьбы, все наши желания. И хороший контакт с мамой, когда у человека хороший контакт с мамой, у него в жизни, все случается само, потому что мама, вы только хотели, она вам это давала. Вам нужен был цинк, она давала цинк. Вам нужны были зеленые яблоки, она давала вам зеленые яблоки. Вы хотели кальций, она грызла мел. И когда у нас есть этот контакт, этот восторг, который испытывает маленький детеныш, сидя внутри своей мамы, и эта мама для него вся Вселенная. И касаясь тела своей мамы, он чувствует тело других женщин, потому что ваша мама была в животике у своей мамы, та была у своей, и получается
огромный контакт со всем женским миром. Давайте сейчас немножко отвлечемся и познакомимся. Напишите мне, какая у вас профессия. Я знаю, вас может удивить мой вопрос, но вы сейчас получите ответ. А если у мамы токсикоз, спрашивает Маша? У мамы есть желание к жизни и желание к смерти. И токсикоз – это ее физический способ справиться с вот этой токсичностью внутри нас. И у женщины есть этот механический способ. Он называется токсикоз. Когда выходит все то, что мешает на психическом, на физическом уровне маме поддерживать жизнь. Преподаватель, художник, экономист, философ, юрист, бухгалтер. Психолог, врач-терапевт, фитнес-тренер групповых программ, на заслуженном отдыхе, продавец-консультант косметики, врач, экономист. Профессия или существующее положение в социуме. И так можешь написать. Педагог, рисование, творчество. Инженер, переводчик, фотограф, преподаватель хатха-йоги и сейчас в процессе дизайн человека. По образованию стоматолог, работаю косметологом. Стилист. Я инженер-проектировщик, юрист, но люблю медицину. Врач, парикмахер. Руководитель ЖСК, массажист, преподаватель, певица, турагент, имиджмейкер. И когда вы пишете эти свои профессии, там, где вы помогаете другим людям, там, где вы делаете что-то, поете, подыскиваете тур, делаете массаж тела. В этой роли, в том, насколько вас будут любить клиенты, насколько вы будете профессиональны. Владелица и тренер студии акробатических танцев на пилоне и воздушных полотнах. Ищу новую профессию, руководитель с рождения. Тренер, ментор, мама на декретном в 50 лет. Психолог, работаю парикмахером. Финансист, воспитатель, реально жена фермера. Каждая из вас в той профессии, в которой вы находитесь, когда вам нравится то, что вы делаете, когда это доставляет вам удовольствие, когда вы получаете удовлетворение от процесса, когда вокруг вас хорошая атмосфера из сотрудников, клиентов, из подрядчиков, к вам все по-доброму, хорошо относятся, вот за этим будет стоять ваши хорошие отношения с мамой. Потому что для нашего мозга он такой аналоговый, он работает как аналоговая система. И когда он думает о профессии, он берет профессию мама, и у мамы со всеми должны быть хорошие отношения. В реальной жизни могло быть иначе, но ваш мозг знает, как ему нужно. И вот он, выбирая вам профессию, он обязательно найдет для вас такую работу, такое дело, в котором вам придется исцелить отношения с мамой. Там всегда будет вызов. Например, моя мама никогда не высовывалась. Она была человеком, который любил, такой интроверт, она любила маленькие группы. И когда я пришла в эту профессию,
я вообще люблю высовываться, я люблю быть в центре внимания. Мне приходилось преодолевать свой такой страх, даже не страх, а я делю мир на своих и чужих, и мне всегда нравилось и нравится больше общаться со своими. Так, какие мы разные, всех нас объединяет в этом мастер-классе шикарная женщина Диана. Ты знаешь, Эви, нас объединяет интерес к этой теме. И когда вот Женя пишет, Возненко, ой, мне всю жизнь так везет на людей, это про то, что в этом месте у вас хорошие отношения с мамой. Я просто хотела показывать вам, как там отношения, которые были сформированы в детстве, и как моя сегодняшняя жизнь, как они тесно связаны, переплетены между собой. И мне хочется сделать вам такой небольшой подарок. Зайдите туда, в свое детство, где вы смотрите на свою маму. И что бы она там ни делала, маму в контексте отношений с другими людьми, с мужем, с родственниками мужа, со своими родственниками, со своими детками, там, с подругами, с тетями, дядями. Вот представьте себе эту свою маму и посмотрите туда с любовью. Прямо хочется сказать, пошлите туда любовь, вот в ту маму, в тот образ мамы, который вы сейчас видите. Позвольте себе эту роскошь, любить и восхищаться мамой. Это непросто, потому что мама настолько все вокруг, что вот восхищаться отцом это очень легко, восхищаться мамой практически невозможно. Это как восхищаться вдохом и выдохом, или восхищаться восходом и заходом солнца, или восхищаться дождем. Это нужно попасть в особое состояние. И вот сейчас создайте для себя это особое состояние и пошлите туда, в тот опыт, где мама общается с другими людьми, налейте туда очень много любви, восхищения, что бы вы там ни видели. И понаблюдайте, что будет происходить с мамой и с ее окружением, когда вы туда прислали много любви. И если у вас этой любви у самой мало, попросите Вселенную, которая состоит из любви, чтобы через вас туда, в ваше прошлое, ваше воображение пришла огромная такая волна любви и заполнила маму, и от мамы полилась во все стороны, наполняя вот ее отношения с детьми, с мужем, с ее родителями, с ее родственниками. Да, Надежда, бывает так, что папой сложнее восхищаться, он мог в этой жизни проявиться как какой-то очень жестокий человек, или наоборот, он отсутствовал, или он был, не знаю, пьяницей, или он был неудачником, на ваш взгляд. Но папа – это вы, это ваш характер, это ваша воля к жизни, ваше умение говорить «нет». Это все мы получили от отца. От мамы мы получили материю, а от отца мы получили саму форму. Отец положил зернышко в материю,
зернышко информационное, где было рассказано, какая вы будете. И Отец заложил в вас программу вашего максимального роста в этой жизни. Почувствуйте, что с вами происходит, когда там у мамы очень много любви в поле. Когда вы любите свою маму. Наташа, ты меня рассмешила, ну и порадовала. Наташа пишет: Дианочка, простите, что так интимно, но вы мой ангел. Я случайно увидела ваше видео, и теперь я не могу вас пропустить. И после каждого видео ловлю мощные инсайты. Мои медитации стали невероятными. Это прекрасно. Прекрасно, что ты нашла себе такого, ролевую модель, и тебе отсюда много натекает. Это великолепно. Расскажите, что происходит с вами, когда туда льется очень много вашей любви. Еще раз, любовь все равно не наша, любовь божественная, но она льется через нас. Спасибо, Натали. Что происходит с вами? Когда туда, в маму вашу, вливается море прекрасной энергии, и тогда от мамы лучиками энергия течет во всех родственниках, вам же обратно течет, к ее родителям, к ее мужу. У нас сейчас 125 человек и 84 лайка. Пожалуйста, те, кто не залайкали, залайкайте. Лорик пишет: много любви притекает и мне, очень много. Я наполняюсь. Почувствовала близость впервые с мамой, нежность и хочется объятий. В теле легкость и хочется плакать. Мне радостно и умиротворенно. Слезы, легкость. Я становлюсь теплее, радость и спокойнее. Я всегда клянчила у матери любовь, а нужно было восхищаться ею, давать ей свою любовь. Да, это то открытие, которое я сделала в процессе своей жизни. Что для того, чтобы почувствовать, как любит мама, нужно полюбить маму. Нужно открыть наше злое сердце, обиженное сердце с претензиями, и выпустить ту любовь, которая есть у ребенка к матери. Потому что любовь матери – это как луна. То есть мать – это луна. Если вы знаете, в ведических гороскопах, в Джойтиш, планета Луна, она связана с мамой. И когда мы говорим о материнской любви, эта любовь, она отражает, вот как у Луны нет своего света, это отраженный солнечный свет, так и у материнской любви это отраженный свет ее детей. Так, 122 человека и 97 лайков. Уже лучше, но пока не дорабатываем. Мария пишет: я могу себе представить давать маме любовь, тогда мне хорошо и тепло, но все равно в реальном контакте очень много раздражения. Если ты продолжишь, Мари, давать маме любовь, если ты откроешь свое сердце, то во внешнем мире раздражение закончится. Внешний мир является отражением внутреннего. Я могу тебе сказать только так:
Поверь, просто пока поверь мне, доверься. Я не тот человек, у которого с мамой или с папой были хорошие отношения. Ну, с мамой у меня были плохие отношения. Я все на практике прошла. Я могу говорить не только о опыте тысяч моих клиентов, я могу сказать о своем опыте. Я был очень неблагополучный человек в отношениях с мамой. И мне по-настоящему нужна была помощь. И я нашла эту помощь. И сейчас я рассказываю то, что помогает, всем. Я нашла источник. Любить маму – это любить жизнь. И когда вы увидели, что происходит с вами, когда вы вот такую маму полюбили, добавьте сюда еще капельку. Просто увидьте, что мама это такая же женщина, как и вы. И полюбите эту женщину. И что у мамы внутри есть травмированный внутренний ребенок. И полюбите ее травмированного ребенка. И что у мамы есть сексуальная женщина, у которой были победы и поражения. И полюбите в маме вот эту сексуальную женщину. И что у мамы были устремления, она хотела развиваться, она хотела красиво одеваться, она хотела успеха в жизни, она хотела прекрасной семьи. И ее девочка, которая об этом мечтала, и ее девочка внутри, которая радуется жизни. То есть всем маминым состоянием, и она хотела долго жить, она не хотела болеть, она хотела быть здоровой. Вот налейте туда, во все мамины проявления, налейте любовь. Может быть, вы никогда не думали о маме с этой точки зрения, но она же такая же, как и мы. И вот в эту, такая же, как и я, налейте, пожалуйста, любви. И если у вас нет своей, попросите Вселенную, ей не жалко. Просто открывайте свое сердце и налейте маме. Сегодня вечером будет мой платный мастер-класс, который называется «Деньги забытых предков». Там будет похожая практика, но она будет заточена на то, чтобы получить ресурсы, на то, чтобы получить деньги из родовой системы, и в частности легкие деньги, о которых все так мечтают, это деньги из родовой системы, из женской. Любовь пишет, есть любовь и есть обида, но не на нее, а на то, как она прожила свою жизнь. Дорогая Люба, она прожила свою жизнь так, как она могла, и так, как она может. И ты свою жизнь живешь тоже так, как она, как ты можешь. И просто представь, что твой ребенок живет с обидой на то, что ты не стала миллиардершей или не вышла замуж за Билл Гейтса. Так, ссылку на мастер-класс можно. Я вижу, кто идет еще. Поставьте плюсики и ссылочку, ребята, пришлите, пожалуйста. Мне хочется, чтобы вы здесь и сейчас, в этом мастер-классе, увидели, что вот эта обида на маму, мне так интересно, это Таня так хорошо написала, не, Люба написала, что я обижена на нее за то, что она прожила так свою жизнь. Представляешь, какая странная идея, какая странная обида. Вот ты так плохо прожила, и что? И маленький ребенок говорит, раз ты так плохо прожила, значит и мне придется так плохо жить. Но это ребенок решил.
Почему взрослый человек продолжает обижаться, как маленький ребенок? Тебе же не нужно так плохо жить, как она. Я вижу, многие идут, спасибо. Увидите сегодня эту же практику, только уже узко заточенную на деньги. И там столько ресурсов. Я вчера делала перед сном, меня мне надо было попробовать, как сделать эту практику в максимум, что там будет человек 200 на мастер-классе. И меня просто вышибло, я уснула прямо во время практики. Итак, все ваши обиды на маму, все ваши претензии к маме, все ваши обесценивания мамы, это делает ваш ребенок внутренний. И я не буду с вами здесь бороться с этим, разъяснять. Мне кажется, что это очевидно, что холить или лелеять свои обиды на маму неконструктивно. То есть, например, я обиделась на маму, что она умерла. Вот Оксана пишет. Я обиделась на маму, что она умерла. Я тоже такое проживала. Вот, вот она умерла, а я на нее обиделась, гадина такая. Вот. И теперь что? И ребенок говорит, а раз я обиделась, то я не умру. Ну это же не бред. Ребенок внутри так вот сказал, все, если мама обидится, я на нее, мама умерла, я на нее обиделась, и тогда мне умирать не нужно. Оксана, это сработает? Но зато та мама, которая умерла, на которую ты обиделась, с того света, она будет страдать или она не сможет тебе помогать. А будет ли еще платный мастер-класс «Деньги забытых предков»? Нет, я не повторяю мастер-классы, но ты можешь купить запись. Прямо вот пойти по ссылке и купить именно запись. Мне не интересно повторять мастер-классы. У меня так много контента, у меня так много внутри, что хочется отдать, что мы все записываем, и потом можно смотреть в записи. А я хочу все новое и новое, я очень быстро развиваюсь и что-то открываю такое, более глубокое. Например, «Деньги забытых предков» — это мастер-класс, он очень результативный, он квинтэссенция двух моих проектов. У меня есть финансовый лифт наверх, где я получила очень хороший результат, когда выросли доходы у клиентов. И у меня есть коучинг групповой про гармоничные отношения. И из этих двух проектов я увидела, как это работает хорошо, как это работает хорошо. И я совместила и получила реально хорошие результаты. Впервые этот мастер-класс, который «Деньги забытых предков», он будет идти 2 дня. То есть я сегодня буду рассказывать и показывать, а завтра и будет только день практик. То есть мы будем работать в зуме, я буду давать задания, и вы будете в сессионные залы уходить и делать там практики. Так вот, второй день записи не будет, потому что какая запись, вы будете просто в сессионных залах работать. Хорошо, давайте вернемся к маме. Какая у вас сейчас внутри атмосфера? Что с вами происходит, когда вы наполнились вот этой любовью, когда ваша мама в разных своих ипостасях стала заполнена любовью? Любовь пишет,
Ну, это про ту историю, что обижаюсь на маму, что она плохо прожила свою жизнь. Люба пишет, наверное, переношу на себя, что и я тогда могла бы лучше. Слушай, у Абрамовича, ну, родители были алкашами. Если бы он так думал, что он может, ну, кем бы он был. Это ж твои решения. То есть это ты с этим что-то делаешь. Мама– это мама, она жила свою жизнь, она не имеет к тебе, ну, ее жизнь не имеет к тебе отношения. То, что тебе надо, она тебе дала, она тебя родила. Она тебя чему-то научила, чему могла. Будучи мамой, она отдала тебе, ну, максимум, что она могла отдать. Любая мама, ну, дает сколько может. Пишут мои ребята, что запись будет только первый день, а я спрашиваю вас, как вы себя чувствуете. Какие у вас сейчас ощущения в теле, какие у вас чувства, какие у вас мысли. Вот та мама, которая находится в вашем прошлом, в нее вливается или уже влилось, ну, из всей вселенной столько любви, море любви. И все, и она девочка, и она женщина, и она пожилая женщина, и про ее здоровье, и про ее успех, и про ее партнерские отношения, и про то, какую жизнь она живет. Так, пишут девчонки, тепло, спокойно и комфортно внутри, низ живота тянет. И тогда, Эрика, ты пишешь, не пишешь, а ты своей маме даришь, не даришь, а смотришь, чтобы ее гениталии были здоровые, чтобы она была сексуально очень удовлетворена. И туда все наполняешь любовью. Сейчас спокойно чувствую наполненность до краев, живая, нормально, спокойно, захотелось спать, чувствую себя хорошо, расслабилась, спокойно на душе и чисто. Расслабленность. Таня пишет, в какую вливать, в приемную или в родившую? Слушай, вливай в обоих, они у тебя две мамы. Людмила пишет, печаль, почему я раньше этого не знала? Это мысль. А что ты чувствуешь, когда ты, ну, что физически происходит с вами, когда вы туда наполняете, ну, любовью? А теперь, ну, я хочу, чтобы вы сделали третий шаг, но вначале я еще второй почитаю. Расслабление, умиротворение. У меня параллельный ребенок под боком, но даже из-за этого я прочувствовала мягкость в теле и расслабленность сразу в голове. И у вашей мамы прекрасная связь с Богом, то есть ваша мама, ну, глубоко духовный человек. То есть не в смысле, что она молитвы читает, а что она, ну, в контакте с жизнью. И вот в эту ее часть прямо, ну, пускай много любви придет. И теперь отделите эту любовь. Элика, я ж только что тебе ответила про низ живота. И теперь отделите эту любовь, и пусть она просто льется в вашу маму. И позвольте себе увидеть, что эта любовь льется через вашу бабушку к маме. А к бабушке она льется через прабабушку. Через прапрапрабабушку. Вот Татьяна пишет, что ноги тяжелые, погладь свои ноги. И посмотри, чтобы у мамы были, ну, ноги хорошие, здоровые, и варикоз, там, ну, был не варикоз, а венки здоровые. Не рассказывайте, девчонки, что вы делаете? Вы как будто бы мне жалуетесь. У мамы много страхов и тревоги, вся жизнь один страх. Мария, просто вот там у тебя есть мама, и пусть, ну, мамины страхи и тревоги наполнятся любовью. Я же вам показываю, что нужно делать. Зачем вы мне рассказываете? Мне не надо, то есть вам не надо от меня получать разрешение, чтобы это сделать.
Вам нужно заполнить свою маму до краев любовью. Не рассказывайте, вот мамы не хватает женственности. Вот пусть в ее женственность нальется много любовь. И сейчас в вашу маму любовь льется от женщин вашего рода, от бабушки, то есть мамы мам, от бабушки, от прабабушки, прапра. И рядом с мамой собрались все женщины рода, то есть прямая ветка, прямая линия и все остальные женщины рода. И в каждую из них вливается божественная любовь. Пусть это будет любовь всей Вселенной, во всех ее аспектах. И женственная, и радость жизни, и умение преодолевать свои страхи, и длинные волосы, если хотите, и здоровье, и партнерские отношения прекрасные, и богатство, и успех. Пускай эта любовь вольется везде, в каждую женщину вашего рода. Таня пишет, у меня мамы нету. Мама есть всегда, Тань. Мы же сейчас говорим о маме, которая живет в твоем сердце. Она может уже не жить во внутреннем, то есть во внешнем мире, но там внутри она живет, она никуда не девается. Просто позвольте этому потоку становиться еще больше, еще светлее. И материнство у них прекрасное, и дети здоровые, успешные, и внуки, и правнуки, и прапраправнуки, и все, и все золотые, и все прекрасные. Этот мастер-класс, он короткий, конечно, это продолжение моего большого мастер-класса 4-часового отношения с отцом и отцовским родом. Он есть на YouTube-канале. Если вы его не видели, вам надо его посмотреть. Когда вместе сходится женское и мужское внутри нас, происходит чудо трансформации. И у всех у этих женщин связь с Богом, чистая душа, радость жизни. Наташа пишет, сейчас мама стала маленькая, лежит у меня на груди, я ее нежно глажу, появилось желание покормить грудью, а ты отдай свою маму ее маме. Тебе не надо ее кормить грудью. Просто позволяйте себе чувствовать все женщины рода, все, вот слово «все» наполнены золотым светом. По папиной линии, по маминой линии. Они все заполнены золотым светом. И поскольку вы ребенок этого рода, эта энергия течет к вам во всем ее многообразии. Кто-то вышивал, кто-то на рынке торговал, у кого-то были здоровые зубы до смерти, кто-то прожил длинную жизнь, у кого-то были прекрасные роды, и она была великолепной мамой, у кого-то муж носил на руках, у кого-то в доме было богатство и благополучие. Вот позвольте, чтобы этот золотой свет заполнил и женский род, то есть и женщин по маме, и женщин по папе.
Вот, посмотрите, там есть ссылка на отношения с отцом. Обязательно, те, кто не посмотрели, посмотрите. Это просто, то есть вынос мозга этот мастер-класс. На моем коучинге про гармоничные отношения есть занятие, посвященное маме. Я там иду, ну, естественно, глубже. Тут многие были уже на этом коучинге. А сейчас я просто показываю тот аспект, который, который, может быть, не вошел в это гармоничное отношение. Вот такое все заполненное золотым светом и перемешанное такое пространство, где и мужской род, и женский род, и они встретились, и у них такая толока, и они там болтают, и пьют чай, и молоко, и в какие-то игры дети играют, и они вот, эти женщины в красивых одеждах, кто старая, кто молодая, кто совсем юная, общаются, смеются, там вкусно кушают, играет музыка, какая-то река течет, такая теплая, приятная погода. И все это пусть будет залито золотым светом Вселенной. Вот этой любовью, знаете, высший свет высшей любви. Чтобы в каждую женщину, в каждую, на которую вы сейчас смотрите, чтобы в нее вливалась вот эта золотая энергия. И она текла потом к вам. Вот из этого, из таких практик я сделала вот этот сегодняшний мастер-класс «Деньги забытых предков». Только там я один аспект хочу заточить, именно финансовый, именно денежный. И у каждой из этих женщин прекрасные отношения с мужским. Мужское – это и успех, мужское – это и умение достигать цели, и привлекать деньги в свою жизнь. Это все мужское у нас. И достоинство, и уважение, и уметь там друзей мужчин, и пользоваться уважением у мужчин. И сексуальность – это мужское. Как вы себя сейчас чувствуете? Наташа пишет, что всю практику птицы за окошком беспрерывно поют. Чудо, Дианочка. Благодарю за такое ощущение отношений с Божественным. Что с вами сейчас? Расскажите, вот что вы чувствуете, что вы ощущаете? Тепло и хочется спать. Ощущение нежного потока. И пока вы пишете, что вы чувствуете, я хочу спросить у вас еще один вопрос. Напишите мне, какую самую обидную фразу вы слышали от своей мамы. Прилив сил, хочется сделать давно откладываемое дело, захотелось мороженого. Ой, Мария, ты знаешь, я тоже захотела мороженое, пломбир. Радость, как будто весна пришла, все старушки моего рода помолодели. Увидела красивые картины с золотым светом.
Антонина пишет, голова заболела, а ты погладь свою голову. Тепло, но будто ком в горле появился. Гладьте, это там, где вы до сих пор держитесь за свои обиды, за свои претензии. Радость, наполненность, легкость, облегчение, очень нежно, спокойно. Так, мама однажды прокляла меня. Лучше бы я тебя в детдом отдала. Это мы сейчас, девчонки, пишут фразы, которые самые обидные услышали от мамы. Безмозглая, тупая. Мне неким гордиться. Представляете, какой ужас. И сколько уже десятилетий прошло, а нам очень больно. Неблагодарная хамка, грубая. Кто-то не может. Сколько волка не корми, все равно в лес кормит. Тупая. Ты ничего не хочешь делать, только кушаешь. Есть люди, которые более важны, чем ты. Ты ничего не делаешь, только... это уже было, что я безрукая, замолчи, закрой рот. Как ты будешь жить с таким вредным характером? Дура. Фух, у тебя руки не из того места растут. Говорит, что тухлые яйца проклинает до сих пор. Ты ленивая. Обвиняет, что ты виновата, что у нее больное сердце. Выглядишь как проститутка. Неужели ты умеешь читать по-английски? Почувствуйте, сколько боли до сих пор живет в этих словах. Почувствуйте то напряжение, то сжатие. Мама сказала, что если нужно будет давать показания в суде, я скажу, что тебя нужно лишить прав. Ты со своим характером никогда не найдешь себе нормального мужа. Неряха, лентяйка. Проститутка, слышали с 4 лет, и до сих пор это слышим. Слово «надо» по отношению ко всему. Напишите мне, что вы чувствуете, когда вы вспоминаете эти ужасные слова, и почувствуйте, как они ранят ваше сердце до сих пор. Как до сих пор в этом есть такое напряжение. Плохая хозяйка, замуж никто не возьмет, ленивая, ничего не делаешь. Леночка Кузьменко пишет, какое счастье, я совершенно не могу припомнить обидные фразы от мамы, уже не могу, Диана, прими мои поклоны. Принимаю, Леночка. Я уже писала в Инстаграме, мама мне пригрозила, не дай бог ты меня принесешь не дай бог ты мне принесешь в Подоле. Мне было 13 лет, мне сейчас 44 и детей нету. Может, что-то и говорила, но я ничего плохого уже не помню. Люблю маму и сейчас, хотя мамы нет уже 17 лет. Обиду, недоумение, гулящее, некрасивое, ком в горле. Плохое развеялось, и силой вспомнить в таком золотом состоянии не захотелось. Читаю фразы других, и больно. Всем приветик, пишет Оля Черкасова. Ты там выздоровела? Сжимается сердце. Слова помню, пишет Мария, но уже не болит.
Я прошу прощения, это курьер, уверена. Извините, пожалуйста. Алло, да, здрасте. Да, 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 да. Хорошо, да, квартира, да. Спасибо. Так, сжимается сердце, сжимаюсь, мне страшно, чувствую вину, хочется плакать, безысходно, хочется бить ее иногда. Я уже ничего не помню, просто слова. Ощущение спокойствия и умиротворения. А, Женя пишет, что не могу вспомнить после гармоничных отношений. Я тоже не помню фраз, хотя они были, но жизнь все равно не сложилась, как будто все эти фразы все равно работают в обиду за несправедливые ожидания. И вот сейчас, когда, сейчас еще почитаю, я удивляюсь, как можно было такое говорить своему ребенку. Я иногда тоже повторяю ее манеру, но мне от этого становится плохо. Я не говорю такие вещи своей дочери, которые я слышала с 4 лет. Сердце сжимается. Она говорила это, потому что ей было очень больно. И тот, кто говорил внутри мамы, это был маленький травмированный ребенок, которому тоже говорили что-то подобное. А теперь попробуйте соединиться с этим своим напряжением, с этой своей болью, почувствовать вот эту свою боль как нечто, не знаю, черное, пустое. Это место, где нету любви. И вот в каждую эту фразу, в каждое это слово позвольте, чтобы вошла любовь. Причем любовь всех женщин рода, и вашей мамы, и бабушки. Я прямо сейчас читаю, вижу, столько боли поднимается. Это прекрасно, что мы ее подняли. Вот во всю эту боль, где так много, сейчас чувствую так много этой боли, позвольте, чтобы просто скажите, я разрешаю, чтобы сюда пришла любовь. И прямо наблюдайте, как сюда вливается любовь вашего женского по маме, женского по папе. Ирина пишет, мама боится думать о том, что у детей все будет хорошо. Светлане мама говорила, что будет проклинать ее с того света, и никто на свету не посмотрит, кому она нужна. Это ужасно. Это ужасно, что мы прожили, с чем мы живем и что мы несем в себе. И вот всю эту боль, которая сейчас поднимается, и те слова, которые вы мне написали, и те слова, которые вы не написали, вот в эту, боль, в это, что ты ужасная, что ты отвратительная, что ты там, не знаю, неряха, что ты проститутка, вот во все эти слова позвольте, чтобы в них сейчас вливалась любовь. Когда-то, когда мы были девочкой, мы не позволили этой любви сюда зайти. Слишком важным человеком была для нас тогда мама. Мы согласились с этим, и это живет внутри нас. А сейчас позвольте этой роскоши, этому золотому свету, высшему свету, высшей любви заливаться в эти ужасные, отвратительные программы, убивающие вас.
каждый мамин косой взгляд, обидное слово, в каждую мамину затрещину, в каждое мамино молчание, которое убивало вас, пусть сейчас вольется высший свет высшей любви. Просто разрешите принять. Маленький ребенок внутри вас не разрешит. Для него все эти ужасные слова все равно контакт с мамой. И пока этот процесс проживания идет, почувствуйте, да, вот почувствуйте свои чувства, поощущайте, что с вами происходит. Кто-то не мог выплакаться, кто-то не мог сказать каких-то слов, что это не я. А кто-то с этим согласился и живет теперь с мыслями, что я, наверное, проститутка, вот, или я лентяйка, или я, не знаю, там, исчадье ада. Мы согласились с этими мыслями, и они формируют нашу очень некрасивую реальность. Позвольте, чтобы высший свет высшей любви залился в каждую из этих негативных мыслей. И те, кто не подписан на меня на YouTube-канале, подпишитесь, пожалуйста. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. Подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления, потому что все время что-то интересное мы выкладываем. Не только четверговые мастер-классы, все время выкладываются какие-то короткие ролики, длинные ролики с какими-то и советами, или мыслями, или рекомендациями, с медитациями. Как вы себя чувствуете? Я просто вижу, как много, какой процесс сейчас идет у группы, и такое у меня ощущение, как будто бы, знаете, я стоматолог и лечу кариес в каком-то зубе, то есть такая вот дырка, и она вычищается, какие-то еще черненькие точечки вычищаются. И вот это все было, пространство нашей боли. И когда оно вычистится до конца, все будет заполнено этой пломбой, золотой любовью. И у вас будет золотая пломба. Я рада, Оленька, что тебе лучше. Буду молиться за тебя сегодня. Голова очень тяжелая. Да, сейчас очень тяжелый процесс идет. Еще раз, тяжелый этот процесс, потому что маленький ребенок, слыша эти мамины жуткие слова, он с ними согласился, потому что через эти проклятия, через эти негативные слова шло очень много энергии, а ребенку хотелось жить. И он здесь держится, потому что здесь хоть какая-то энергия есть. Да, она ужасная, она убивает, но все равно это энергия. Это лучше, чем быть невидимым, это лучше, чем быть в равнодушии и неувиденным мамой. И вот сейчас приходит эта материнская энергия в вас, золотая, светлая, вкусная. И вам не надо бояться, что там ты такая же, как мама, ой, ты такой же, как папа. Да, ты такая же и как мама, и как папа. Когда мы закончим, поделитесь, пожалуйста, этим видео в своих, на Фейсбуке, в своих чатах, чтобы как можно больше людей прошли этот опыт, прошли этот процесс.
И если мама плохо относилась к своему мужу, к вашему отцу, это тоже отражается на нас. И это тоже влияет, не дает расти, не дает стать успешным, потому что если вы будете успешны, вы будете как папа. А мама, например, этого не хочет для вас. Что в ее глазах папа, ужасный. И позвольте, чтобы вот везде заливалась любовь, любовь, восхищение. Галина пишет, что очень больно, реву, просто боль, понимаю, что это ребенок, там столько сопротивления было. Мария пишет, весь род в золоте, благодарю, Диана, невероятно и наглядно. Людмила пишет, что она переродилась, благодарю. Фух. Сегодня на мастер-классе «Деньги забытых предков» одна из первых практик, это будет, когда практика мать будет смотреть с восторгом на отца, на вашего отца. И мы попадем в это поле, где можно привлекать деньги легко и где можно быть очень успешной. Еще немножко, я прямо чувствую какое-то, знаете, что мама говорила, что типа мы в роду все голодранцы, у нас там в роду все бедные, и в этом тоже столько боли. И туда тоже, пожалуйста, вот эти мамины рассказы о том, как бедно все жили, как плохо все жили. Вот во все эти рассказы о роде, о прошлом, пожалуйста, тоже, пусть туда тоже придет золотая энергия этого высшего света, высшей любви. В какое время мастер-класс? В 19:30 по Москве, в 18:30 по Киеву. Таня пишет, Диана, я засыпала несколько раз, лучше пересмотреть или работа так идет? Пока работай, но это значит, что там, у меня тоже глаза закрываются, но не спать мне хочется закрыть глаза, потому что я держу группу и вижу этот процесс очень тяжелый. То есть это правда, вы держались, потому что это же мама сказала. Каждое слово мамы на вес золота для ребенка. Те, у кого есть дети, запоминайте этот опыт. Каждое доброе слово, которое говорит мама, запоминается. Гульфия пишет, я так благодарна вам, что навели меня на мысль, что не надо смешивать свои отношения с мужем и его отношения к детям. Я извинилась перед детьми спустя 30 лет, что их отец был хорошим отцом для них. Прекрасно, ты такое облегчение сделала для своих детей и внуков. Если тебя отвлекают, Танюш, тогда ты сделаешь эту практику в спокойной обстановке. Оля пишет, что мама говорила, что у меня ничего не получится, но происходит освобождение. Наталья пишет, мать изрядно любит выпить, и у нее тогда на меня сильная агрессия и ненависть. Так и живу всю жизнь. Вот я когда это читаю, я спрашиваю, зачем вы это пишете? От того, что вы констатируете этот факт, я могу тебе только в ответ сказать, Натали, ты этим наслаждаешься. Ты наслаждаешься, что мама тебя мучает, а ты, бедная жертва, так и живешь. И тогда я спрашиваю тебя, что ты с этим сделала? Берите эти мамины фразы,
когда ты мешаешь мне жить, что все козлы, кого бы ты не выбрала. И вот туда, раз вы помните эти фразы, это значит, что вы держитесь за них, что они для вас, ну, векторы, по которым надо жить. И вот эти вектора, пожалуйста, растворите в золотом свете. Инна говорит, мама всегда говорила, я тебя породила, я тебя и убью. Ты выродок в нашей семье, и деньги достаются тяжелым трудом, кровью и потом. И вот прекрасная, ну, сильнейшая мамина установка. У тебя внутри, ну, убирай ее, наполняй золотым светом. Наталья мне пишет, что приняла все как есть. Нет, ты не приняла все как есть. Позвольте, чтобы этот золотой свет, уже очень много прошло процесса, наверное, от 1 до 100%, ну, 95 мы уже вычистили это пространство. И сейчас очень сильно идет исцеление прошлого, когда мама рассказывала, как раньше было тяжело, как раньше было тяжело предкам, бабушке, дедушке. Вот здесь сейчас она ничего хорошего не рассказывала или мало хорошего рассказывала, и контакт с предками, в нем ребенок тоже очень нуждается. И он хоть такой пытался оставить контакт, ну, негативный, да, мы там бедные и несчастные, но все равно у меня есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И вот сейчас это заполняется золотым светом. Элви пишется, единственное слово от моей мамы, что моя дочка вундеркинд, она умная. Вот для меня сейчас нет ничего сложного в учении, я люблю учиться, не боюсь учиться и любознательная я. Да, вот обратите внимание, все благословения матери становятся для вас путеводной звездой. Все ее проклятия становятся вашей путеводной звездой. Посмотрите, как их слова влияют на вас. Это ужасно, когда ну, вас били родители, когда вы получали такую боль. Здесь и сейчас я не смогу принести вам ну, много-много пользы. Советую, придите к нам на гармоничные отношения. Там происходит прорыв. Сейчас мы выпустили уже 2-ю группу, и у всех невероятные показатели. То есть у людей изменились отношения, исцелились, такие прорывы, новое произошло. И все это вот такими способами, когда мы через осознание, через практики заходим внутрь себя и исцеляем свои отношения, гармонизируем их. У кого вот такие сложные ситуации, как вы сейчас описываете, приходите к нам на гармоничные отношения. С этим запросом мы вам поможем. Ну, я вам помогу. Гармоничные отношения – это такой коучинг групповой, который длится 8 занятий. Там первое занятие про маму, второе про папу, третье про род, четвертое про школьных, ну, про детей, про друзей детства и про братьев, сестер.
Про отношения с детьми отдельное занятие, отношения с собой, отношения с мирозданием, отношения с целями, отношения с партнерами. Вот 8 занятий, и мы там по 2-3 часа работаем, чтобы пробить эти отношения, и потом группы практики, домашние задания, там 6-8 часов еще работают люди, чтобы этот канал, который прорубился, чтобы он наполнился энергией, делают практики и упражнения. Вон есть ссылка на гармоничные отношения. Я сейчас чувствую еще такую... Мы были только что в прошлом, а сейчас мне стало давить на голову, то есть на лоб, и это про будущее. Ваша мама очень много сказала вам про будущее, чего у вас никогда не будет, чего у вас никогда не получится, что вы не сможете, и куда вы не придете, и где она вас осуждала, когда вы куда-то собирались пройти. И туда сейчас вливается высший свет высшей любви. Я буду заканчивать наш мастер-класс, нам пора уже. Я хочу подвести итог. Мы сегодня взяли только один аспект отношений с мамой. Один. Мы взяли аспект любви. Мы не сделали с вами все. Мы с вами получили колоссальный, колоссальный опыт и невероятное исцеление одного аспекта. Это аспекта, что я чувствую сейчас себя более любимой, чем было раньше. И ваши претензии к маме, ваши обиды на маму, с этим надо работать. Это не то, с чем нужно носиться и говорить: о Боже, у меня там такая мама ужасная, и я уже с этим смирилась. Не надо с этим смиряться. Между вами должна протечь только одно – любовь. Пока вы не исцелите отношения с мамой, не знаю, верите вы в реинкарнацию или не верите, вы будете рождаться снова и снова. Это базовые отношения. Наталья пишет: это рассказ не о том, как строить отношения с мамой, а ваша реклама о других программах и выклянчивание лайков. Каждый увидел, Наталья, и услышал то, что он хотел увидеть и услышать. Наталья пишет: благодарю, Диана, вся шелуха отпадает за ненадобностью, а мама – это что-то близкое и восхитительное, это просто моя мама, и все этим сказано, благодарность и восхищение маме. Ника пишет: прошла гармоничные отношения 2, исцелились отношения с родителями, с родом, с мужем, с детьми. Процессы идут до сих пор, внутри свобода. Благодарю, Диана. Благодарю тебя, Ника, за отзыв. Инна: очень люблю ваши работы. Евгения: благодарю, как всегда, мега волшебно. Мама моя самая лучшая для меня. Надя пишет: я чувствую себя более ценной. Как для вас этот сегодняшний мастер-класс? Этот процесс, когда давит на голову, он еще происходит. Я закончу мастер-класс и еще буду, с этим поработаю, потому что здесь, прямо такой, много программ, где заблокировано будущее. Благодарю вас за любовь и свет, очень люблю маму и исцеляю отношения с ней, с вашей помощью и в терапии. Сейчас от вашего потока все тело вибрирует. Красота в глазах смотрящего. Благодарю, Диана, было сильно. Спасибо, девчонки, за обратную связь. Спасибо. Хорошего дня.
Следующий мастер-класс, в следующий четверг, я вспомнила, что не сказала об этом, будет очень провокативный. Это будет тема о любви к себе. И я взяла аспект, кто ты себе, друг или враг. Мы будем говорить о внутреннем прокуроре и адвокате, которые живут внутри нас, о той силе, которая нас, внутри нас такая существует сила, где мы наказываем сами себя и где мы оправдываем сами себя. Никогда еще эту тему не поднимала. Будет архи-архи сильно. Все это, вот что я сегодня делала и что я буду делать на следующем мастер-классе, это все основа для новых коучингов про гармоничные отношения. Я их здесь на мастер-классах что-то проверяю, на вас вместе с вами пробую, вот как сейчас, заливать золотым потоком, и потом буду привносить в новые коучинги. Итак, когда закончится мастер-класс, пожалуйста, проверьте, все ли поставили лайки, поставьте комментарии под видео и сделайте репосты у себя, пожалуйста, в ваших чатах, на Фейсбуке, чтобы как можно больше людей исцелялось и узнавало обо мне. Лена говорит, что прокурор и адвокат – это Юпитер и Сатурн. Прекрасно. Лена пишет, супер коучинг, рада, что его прошла. Идите, не пожалеете. Ну что, вот теперь точно прощаюсь.